В сюжете Ноткрая уже не первый раз упоминается предполагаемая будущая локация региона. Речь идет об озере Амсварднир. Именно там находился отряд Варки, когда мы только прибыли в Ноткрай. Так что же известно об этом месте на момент версии 6.1? Пообщавшись с Демьяном, мы узнаем лишь только то, что озеро Амсварднир находится в северной части Ноткрая. Однако бармен флагмана – это не единственный источник информации. В описании оружия лютни Ткача Света есть довольно любопытные вещи. Во-первых, озеро окружено тихим священным лесом. Во-вторых, весь этот биом располагается на краю пустоши, за руинами древнего дворца. Легенда гласит, что тот, кто сломает золотую ветвь в лесу, найдет королевский двор фей, который обычно днем скрыт от глаз смертных. Пожалуй, на этом и заканчивается вся информация из игры. Не густо, скажу я вам. Однако это видео создавалось не с целью пересказать сюжет или описание игровых предметов. Здесь я разбираю мифологию и культурные отсылки. Кто я, спросите вы? Меня зовут Мириал, и я являюсь архивариусом и создателем библиотеки знаний Genshin Study, пространство, где мы изучаем наш мир через призму игры. К слову об культурных отсылках. Иногда разработчики вдохновляются каким-то масштабным феноменом, выдающейся личностью, да даже блюдом, наконец, и практически полностью переносят реально существующий или ранее существовавший образ в игру. А иногда они просто заимствуют название или имя, без привязки к сути. В силу того, что на данный момент в игре маловато сведений об озере Амсварднир, непонятно, какой из способов был выбран. Может быть, в мифологии найдутся спойлеры к сюжету, а возможно, разработчикам просто понравилось звучание слов. В любом случае, мы отправляемся в странствие по суровому скандинавскому фольклору. Знаете, самое интересное, что словосочетание озера Амсварднир упоминается буквально в одном единственном источнике. И я сейчас говорю про средневековую литературу Исландии, а именно про произведение «Младшая Эда». Что оно представляет из себя? Как-то в 12-13 веках жил-был некий писатель и политик Снорри Стурлусон. Он был не просто писателем, а скальдом. Этим словом в те времена называли поэтов в скандинавских странах. И каждый уважающий себя скальд, когда сочинял очередную поэму, должен был опираться на мифологические образы. Да и вообще хорошо знать народные предания. А разве средневековых стихосложителей не бардами называли? Верно, барды и скальды – родственные профессии. Одни для кельтских народов выступали, другие в Скандинавии богов и правителей воспевали. А ведь по землям Ноткрая тоже бродит один больно подозрительный скальд. Так вот, о чем мы. Снорри Стурлусон в какой-то момент своей жизни решил, что именно он будет тем человеком, который соберет все известные скандинавские мифы воедино, для того, чтобы облегчить бремя следующих поколений скальдов. Он буквально создал им учебное пособие по языческим мифам, которое теперь носит название «Младшая Эда» или в честь создателя Снорриева Эда. Если есть младшая, значит и старшая, по идее, должна быть. Старшая Эда к Снорри уже никакого отношения не имеет. Это тоже сборник мифологических представлений скандинавов. Автор его неизвестен, как и точный год написания. Более того, старшую Эдду руководством назвать можно с натяжкой. Сюжетного единства нет, стили поэзии разные. Попробуй разберись. Еще одно отличие между ними в том, что старшая Эдда написана в стихах, а младшая в прозе. Соответственно, по-другому их называют поэтическая Эдда и прозаическая Эдда. Помните, вначале я сказала, что выражение озера Амсварднир встречается только в младшей Эдде и больше нигде. Здесь два варианта развития событий.
Первый состоит в том, что Снорри Стурлусон опирался на те рукописи, которые, к сожалению, теперь утрачены. Либо второй. Он придумал это словосочетание сам. Примечательно, что разработчики используют эту фразу ровно в таком же виде, как и в первоисточнике. То есть они не стали экспериментировать и отделять слова друг от друга. Допустим, почему бы не сделать пруд Амсвартнир, долину Амсвартнир, залив Амсвартнир. Возвращаемся к учебному пособию для скальдов. Младшая Эдда включает в себя несколько частей. Нас, естественно, все подряд не интересует. Иначе мы будем сидеть с вами здесь до посидения. Поговорим о месте, где фигурирует озеро Амсвартнир. Пункт нашего назначения – первая глава под названием «Видение Гюльви». Что мы тут видим и слышим? Наинтереснейший диалог между богами и человеком. С одной стороны, у нас восседают на престолах три аса. Асы – это скандинавский аналог богов, но не простых. Так называли тех, кто проживал в Асгарде, небесной обители. Если вы когда-либо читали древнегреческие мифы, то вполне можете провести параллели с Олимпом. Там ведь тоже не все боги проживали. С другой стороны стоит человек, шведский конунг Гюльви. Конунг тоже скандинавский термин. Первоначально это слово означало военного вождя, а вот когда уже государства начали образовываться, такие как Швеция, Норвегия, Дания, то конунг стал эквивалентом короля. Гюльви задает трем асам разные вопросы о мироустройстве, и благодаря любопытству шведского конунга можно много чего узнать из этой главы. Здесь информация о возникновении мира, его устройстве, и о богах и их иерархии, и о конце света Рагнарёке. Подробно обо всем рассказывают асы. И вот, наконец, речь заходит об озере Амсвартнир. Я тут набросала небольшое четверостишее, вдохновившись описанием этого места. На озере том есть остров один, усыпанный скалами и нелюдим, и только вой волка гремит в тишине, что грезит расплатой в великой войне. А теперь по порядку. Посреди озера Амсвартнир находится остров Люнгви. Амсвартнир с древнескандинавского имеет следующие переводы: красно-черный, черный как смоль, кромешная тьма. Люнгви же буквально означает место, поросшее вереском. На этом острове, что посреди озера, когда-то давно асы заточили волка Фенрира. Что же сделал волк, что так пал в немилость богам? Однажды некая пророчица предсказала асам, что дети, рожденные у Локи, бога обмана и коварства, и великанши Ангрбоды, принесут много бед этому свету. Локи хорошей репутацией не отличался, а великаншу они вообще мерзкой обозвали. На том и порешили, что дети их еще хуже будут. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. И когда Одину, верховному богу, стало известно, что детки-то уже родились и проживают в стране великанов, послал он асов украсть их. Детей было трое, 2 сыночка и лапочка-дочка. Первый сын Фенрир Волк, второй сын Йормунганд, или же Мировой Змей, и единственная дочь Хель. Не спрашивайте меня о таком многообразии видов. Я не знаю, как так получилось. В любом случае всех отпрысков относят к чудовищам. Доставили, значится, троицу эту к Одину. Он церемониться с некоторыми не стал. Змея сразу же скрутили и в глубокое море кинули. Море же то всю землю окружало. Змей рос не по дням, а по часам, да так вырос, что всю землю опоясал и достал до своего хвоста. Хель отправили в ссылку в подземное царство, посадили ее там на трон
и обязали давать приют всем людям, умершим от болезни или от старости. Скажем так, такая категория мертвецов не особо была в почете у асов. Богам подавай только бравых воинов, погибших в бою. Только они достойны после смерти попасть в небесные чертоги. Волка Фенрира же асы решили взрастить у себя. Самого страшного врага к себе поближе, как говорится. Почему самый страшный? Потому что по предсказанию провидицы именно этот волк станет погибелью Одина, предводителя асов. Фенрир от своего змеевидного брата по темпам роста не отставал, и надо было что-то с этим делать. Почему бы сразу не избавиться от источника всех бед? Задал логичный вопрос Гюльве. На что асы ему ответили: «Обитель нашу, небесную, жалко. Это ж святилище и дом родной. Можно ли осквернить столь любимое место кровью чудовища?» Ничего лучше они не придумали, чем надеть на Фенрира кандалы. Видимо, асы руководствовались кредом «не можешь решить проблему, отложи ее в долгий ящик. Авось повезет». Забавно, что цепь они надевали на волка не насильно, а подбивали того на слабо, чтоб он сам еще и в кандалы залез. Короче говоря, первая цепь сломалась от силушки чудовищной. Вторая, якобы вдвое крепче, тоже не задалась. Кстати, обе были асами изготовлены. А вот третью они уже сами делать не стали. Отправили гонца в страну черных альвов, к дворфам, и наказали им изготовить наикрепчайшие кандалы. А для такой качественной вещи, естественно, нужны редчайшие материалы. Не просто редчайшие, а те, в существование которых верится с трудом. Например, шум кошачьих шагов, корни гор, птичья слюна, рыбье дыхание, медвежьи жилы и женская борода. Скандинавы того времени, по всей видимости, с явлением гирсутизма знакомы еще не были. В общем, путы получились шелковые, гладкие, мягкие, на типичные массивные железные цепи не похожие. Чтоб все прошло как надо, боги еще и место выбрали отдаленное. Тот самый остров Люнгви посреди озера Амсварднир. Волка с собой позвали. Уж не знаю, чего они там ему наобещали. Может, бедняга подумал, что они на прогулку отправились. А тут тебе на, вместо шашлыков предлагают подозрительные путы надеть. Вот так, с порога. Фенрир почуял неладное. Явно есть тут какой-то секрет или хитрость. И отказался. Какой остался выбор у асов? Насильно одеть путы на волка? Нет, вы что? Боги слишком благочестивы для этого. Зато соврать – это пожалуйста. Я вам прям цитату приведу. А если не удастся тебе порвать эту ленту, то уж и богов ты не напугаешь, и мы тебя тогда отпустим. Верим? На все это Фенрир ответил так. Если вы свяжете меня так, что мне не вырваться, то поздно мне будет ждать от вас пощады. Не по душе мне, чтобы вы надевали на меня эти путы, и чем обвинять меня в трусости, пусть лучше один из вас вложит мне в пасть свою руку, в залог того, что все будет без обмана. Тогда переглянулись асы и подумали, что вот прибавилось им заботы. Никому не хотелось лишаться руки. И лишь Тюр, наконец, протянул правую руку и вложил ее волку в пасть. И когда волк уперся лапами, путы стали лишь крепче, и чем больше он рвался, тем сильнее они врезались в его тело. Тогда все засмеялись, кроме Тюра. Он ведь поплатился рукою. Тюр, между прочим, единственный из асов, кто кормил Фенрира, потому что остальные боялись подходить к волку. Этого бога считали отважным и смелым, и поэтому к нему часто обращались воины за покровительством. Есть даже два выражения. «Смелый, как Тюр» подходит для описания людей, не знающих страха. «Мудрый, как Тюр» для тех, кто обладает большими знаниями. А мы возвращаемся к истории.
Разные концы пут асы приковали к камням острова. Когда Фенрир намеревался всех их там покусать и разинул свою пасть, они воткнули в нее меч. В таком положении находился волк на острове Люнгви вплоть до наступления Рагнарёка. Но не переживайте, во время конца света Одина он все-таки лишит жизни. Вот и напрашивается вопрос, ради чего все это было? А теперь давайте вспомним, в виде какой шахматной фигуры изображен Рерия в сюжете. В виде волка. А какой у него титул? Лунный мститель в русской локализации, либо дословно человек, охотящийся за луной в оригинале на китайском. Видите ли, в тексте младшей Эды есть упоминание волка Хати, сына Фенрира, который постоянно преследует месяц на небе и в момент Рагнарёка поглощает его. Есть у Хати брат, волк Сколь, который гоняется за солнцем и тоже во время конца света пожирает светило. Мифология – вещь неточная, интерпретаций много, источников много. Кто прав, кто нет, сложно определить. Одни исследователи склоняются к тому, что именно Хати поглотил Луну, другие предполагают, что никаких сыновей у Фенрира не было. И именно он сам является тем лунным псом, что проглотит месяц и погасит свет солнца. С озером Амсвартнир разобрались. Параллели между Фенриром и Рери подметили. Что же еще? Про дворец фей, правда, ничего не узнали. Если мы еще раз откроем описание лютни ткача света и дойдем примерно до середины текста, то найдем там интересную фразу. Она видела ревущих зверей, каждый из которых был больше горы, вырывающихся на свободу из цепей земли. Она – это молодая девушка, чей плач до сих пор раздается в стенах дворца. А вот сама фраза очень уж напоминает начало Рагнарёка. Сравните. Задрожит вся земля и горы, так что деревья повалятся на землю. Горы рухнут, и все цепи и оковы будут разорваны и разбиты. И вот Фенрир волк на свободе, и вот море хлынуло на сушу, ибо мировой змей поворотился в великанском гневе и лезет на берег. Что по итогу? Если бы разработчики вдохновлялись только одной скандинавской мифологией, то в предстоящих обновлениях область озера Амсвартнир могла бы выглядеть так. Черная, как смоль, вода, скалистый остров, кусты вереска повсюду. Дворец фей и молодая девушка, видимо, связаны с достаточно трагичным событием в истории Тейвата, раз есть отсылки на Рагнарёк. Это ведь не просто война, а гибель богов и всего мира. Ну и будет очень забавно, если в патче, когда выйдет эта область, Рери вдруг каким-то магическим образом окажется в этой локации. Как говорится, мечтать не вредно. Но мы не должны забывать, что в Нордкрае много чего смешалось. Помимо скандинавской мифологии, там есть отсылки на балтийскую культуру, и на кельтскую, и христианские мотивы часто встречаются. Поэтому это видео не более чем размышление на тему. Лороведом я себя назвать не могу. Меня больше привлекают именно отсылки к культуре нашего мира, а не сам сюжет игры. Если у вас есть какие-то мысли насчет темы ролика, обязательно делитесь ими в комментариях. Например, о личности молодой девушки во дворце фей. А также, возможно, вы найдете что-то интересное для себя в телеграм-канале Genshin Study. Там я обычно размещаю небольшие заметки с расшифровкой имен NPC и поиском прототипов блюд. Там даже есть отсылки на глубоководных рыб. Да-да, мы не только мифологию затрагиваем. В любом случае, спасибо за внимание и до скорых встреч!